Всех любителей гаданий, Таро я приветствую, и сегодня мне хотелось бы записать для вас видео-ответ на ваш вопрос, который мне задают очень часто, на тему того, для чего нужно так много колод. Почему так много разных таро-колод, какую же выбрать и для чего они вообще нужны, если есть классическая таро-колода, а все остальное какая-то подделка, реплика, пародия и прочее. Я не очень согласна с тем мнением, что Таро – это только единственный экземпляр, и существует только классическая система Райдера и Уайта, и либо кроулянская система, и другие абсолютно не нужны. Я не разделяю эту позицию от слова совсем, потому что она, в принципе, она нелепая и сама по себе глупая. И попробую объяснить, почему. Насколько мы знаем, что Таро хранит в себе определенные сакральные знания, которые были запечатлены в образы, картинки, можно так сказать, и не все могут вытащить эти знания. Поэтому в определенный период исторический, когда магия как-то не очень развивалась и не очень приветствовалась, то, соответственно, Таро они использовались не для гаданий, предсказаний, а как игра или коллекция какая-нибудь. Это все можно почитать в истории Таро. Были различные такие колоды, некоторые были только там супер какие-нибудь позолоченные у богатых людей, но так или иначе эпоха меняется, период меняется, и кто-то все-таки расшифровал эти знания и смог получать оттуда информацию. Как уже недавно мне задавали видео, говорят: ой, а как тут руны и Таро совместили? Действительно, да, рунический эгрегор, он вообще не очень такой, любит мягкотелых каких-то лентяев. Это эгрегор, как я уже говорила, воинов, бесстрашных, и нужны качества соответствующие. Но Таро тоже не разбежалось всем открываться. То, что везде существуют курсы по Таро, и на каждом шагу вы можете купить книжку или какой-нибудь курс, вовсе не означает, что эти люди являются какими-то хорошими предсказателями. К этому мы еще вернемся. Так вот, с чего мне хотелось начать. Классическая колода Таро, конечно, выпускалась и была популярна в определенный свой период. Было в основном два направления – Кроули и Райдера Уайта направления. Но вы можете знать, что есть колоды Папюса, есть марсельская, французская система. То есть о чем речь? Каждое поколение, оно сменяет предыдущее. И зачастую вот эта проблема отцов и детей, она всегда существовала и будет существовать. И всем кажется: ой, какие дети тупые. Но это большое заблуждение, потому что дети будут и были тупыми всегда, как и человек в целом. И то, что следующее поколение отличается от предыдущего, это не означает, что кто-то был умнее. Они просто уже другие. И так будет всегда и будет. Потому что поколение вырождается, человеческий срок относительно не очень большой, жизненный. Приходят новые люди с новыми идеями, мир меняется. И меняются и традиции, меняются и религии, и прочее. В том числе и магия, и ее направления. Так или иначе, современные какие-то, сейчас языческие боги больше популярны. Кто-то уходит вообще в какие-то эти космоэнергетические практики, почему-то они набирают популярность. Но так или иначе, раньше бы это казалось какой-то дикой ерундой, а сейчас это норма. И поэтому, если мы рассмотрим классические колоды, то новый человек, который он придет, он начинает думать: ой, почему зеленый цвет там у жрицы? Она, наверное, на анахате. Но ведь систему чакр не было известно в тот период, когда создавалась эта колода. Чакры-то, о них стали говорить намного позже.
и так далее. Поэтому идет искажение информации, идет искажение восприятия. Та же жрица, попесса, это женщина взрослая, умудренная опытом жизненным, мудростью, имеющая связь с духовным миром. У нее нет семьи, она ведет чистый образ жизни. А, например, современному человеку не очень понятно, что это за монашка какая-то фригидная, сидит здесь на троне, и какая-то несчастная женщина. То есть вы видите, как уже сейчас, например, про жрицу верховную никто не скажет, что это женщина, у которой там нет семьи. Это вообще никак не связано. А раньше подразумевалось, что это чуть ли не монашка, да, сидит такая чистая, невинная, великолепная. То же самое можно рассмотреть на разных колодах. Я здесь постараюсь и сделать и презентацию, и как-то и показать свои колоды, которые у меня есть. И вот, например, колесо фортуны. Вообще-то пыточное колесо, так-то. Пыточное колесо. И не очень хорошее, да, значение выпадает, когда ты видишь, что тебе предстоит пройти пыточное какое-то колесо, тебя будут пытать, тебя жизнь так скрутит, что мало не покажется. Хотя сейчас мы говорим, колесо фортуны, это много денег, это удача, это перепад какой-нибудь, сейчас будет у тебя все хорошо, а потом будет все плохо, это карта возможностей. То есть вы видите, как меняется значение карт, потому что уже пыток нет, и пытки не применяются в современном мире. Итак, мы можем говорить про то, что Таро, вот подводя такой итог, это очень живая сама по себе система. Она живет и развивается. И она развивается, хочется верить, что вместе с человечеством. Или, может быть, без него. Но так или иначе человек участвует в создании этих Таро. Ему открылся какой-то аспект этих карт, этих знаний. И он пытается его передавать. Смотрите, сколько магических традиций, да, сейчас. И язычество, и русское чернокнижие. И почему этот аспект нельзя передать в инструменте. А Таро – это магический инструмент. И таким образом мы переходим с вами к следующему моменту. О том, что предсказателей хороших их практически нет. Я видела даже очень сильных, мощных магов, и при всем моем уважении, при всем моем нежелании их как-то там не обидеть, понятно, что обидеть-то я их не смогу. Эти люди ведут прекрасные приемы. Они способны за один раз поменять судьбу человека, изменить. Но предсказатели из них просто безобразные. Просто ужасные. Максимум, что они могут сказать, это значение карточки. А почему так происходит? Потому что им не нужна просто эта система. И специализация у них, возможно, совершенно другая. Они могут увидеть проблему без диагностики на Таро. То есть, с помощью ясновидения, например, с помощью экстрасенсорики, с помощью каких-то других своих способностей. Тут идет разница специализаций. А предсказание – это достаточно сложная специализация. И несмотря на то, что в Таро вроде как все прутся и начинают с него, но профессионалов в предсказании, это, кстати, не только к Таро относится, много других систем, и руны, и на бобах гадают, и на кишках, и на чем только не гадают. Профессиональный предсказатель, он может вообще погадать на фантиках. Но зачем ему гадать на фантиках, если есть прекрасный инструмент? И здесь мы подходим к тому, что Таро – это инструмент. И классические, например, системы, они имеют достаточно специфичную энергетику. Принято говорить, что классическая колода Райдер-Уайт имеет яньскую энергетику, да, светлую. А, например, Таро Кроули – иньскую энергетику, то есть она больше тянет, и не каждый сможет с ней работать. Также есть, например, светлые колоды, темные колоды. Темные тоже имеют какой-то иньский аспект. Светлые, не всегда с ними можно подружиться. Вы знаете, что есть и светлые силы, и темные, и это не значит, что кто-то из них хороший или плохой, но каждый человек, он сам по себе индивидуален, и у него, например, идет работа лучше со светлыми силами, со светлыми богами, и он с темной колодой просто не сможет общаться. У него не будет идти информация, будет долго настраиваться, тратить много сил. Либо наоборот, с темной системой идти моментальная информация.
Могу сказать точно, что у меня тоже был такой опыт, и была у меня очень красивая колода, я сейчас тоже с ней работаю, она всю жизнь со мной, можно сказать, Таро «Зеркало судьбы», но у меня не получалось до конца с ней договориться. И все говорят: не покупай темную колоду, темные колоды от вас будут жрать энергию. Да, это правда. Темные колоды, они от любого отжирают энергии, тем более, если они вам вдруг не подойдут. Но я уже на тот момент училась. Спасибо огромное моему учителю, который дал мне большие знания и возможности, и поверил в меня. Я очень благодарна всем моим учителям. Купив темную колоду, у меня тут же пошла информация, и тут же пошли ответы, и изменилось качество гадания во много раз. Сейчас, конечно, я могу гадать и на такой, и на разной колоде, но все-таки отдаю тоже предпочтение темным колодам. Они мне больше подходят вот по характеру. Это вот бессознательный процесс. У тебя просто не получается считать информацию. Ты долго настраиваешься. Например, вот у меня есть Таро эльфов, я вам показывала. Да, прекрасная она, замечательная, но иногда требуется вот минут 10, чтобы посидеть и вот как-то вот поймать вот эту волну, начать с ними общаться. Здесь мы говорим еще о стихиях. То есть каждая колода обладает каким-то своим немножко стихийным сдвигом, можно ли так сказать. Вообще предсказание – это воздух, работа с воздухом. Воздух – это хаос, это очень сложно, и это очень непросто. И здесь мы говорим о том, что, подводя итог, почему много разных колод. Каждый может выбрать себе инструмент, соответственно, своей энергетике, своим традициям, своим каким-то личным убеждениям, да, чтобы с ней синхронизироваться, с ней было проще общаться, считывать информацию и давать максимально идеальный вариант гадания. И видеть много вариантов, а не один какой-то. Да? Видеть много вариантов и способность поменять судьбу человека и как-то помочь ему с помощью этого. Поэтому зачем человеку мучиться, если можно сейчас взять, например, светлую колоду или какую-то тематическую, более качественно прорисованную или менее качественно прорисованную, много разных систем, как я уже говорила, которая подойдет по душе каждому. Следующий аспект – это еще тот момент, что гадание идет совершенно на разные темы. И, конечно, как я уже говорила, профессиональному предсказателю ему и на фантиках он может увидеть, и где там какая-нибудь порча засела, и почему у человека нет денег, где у него проблемы, и т.д. и т.д. Но здесь же мы опять говорим, что Таро – это инструмент. И если есть у вас профессиональное оборудование, то зачем, например, делать операцию ножом кухонным, если есть лазер? Вы же не побежите куда попало, все-таки там делать операцию, ищите получше врачей, где есть современное оборудование, где есть все возможное у врачей, клиника, да, знаменитая, хорошая. И здесь примерно то же самое. Многие колоды заточены на определенные темы. Например, вот есть колода Монара. Не могу сказать, что она мне там нравится или не нравится, я с ней не работала, я на такие темы ко мне не обращаются особо, и мне она не очень вот интересна в моем развитии и в развитии моих клиентов, но тем не менее с ней работают часто и психологи, и люди, которые работают с отношениями и могут с помощью вот этой колоды выявить, где в отношениях в паре есть какие-то скрытые проблемы, какие-то сексуальные проблемы, зажимы, чего не хватает, где пережимы, где какие неправильные идут потоки энергии и прочее, прочее. Часто работают и психологи с Таро, то есть люди, не имеющие вообще никакого эзотерического образования, ну или так, интересующиеся. И для них Таро тоже выступает очень хорошим психологическим инструментом и подспорьем для своих пациентов, клиентов, и это очень тоже здорово, почему нет?
Если после этого люди намного себя лучше чувствуют и выявляются какие-то симптомы, и они как-то решаются, то только это замечательно. Есть колоды, например, бизнес-колоды, указывающие, где лучше, как заработать, где лучше что, как купить, как развиваться в денежном своем аспекте и так далее, и так далее. И, конечно, если вы будете гадать, например, используя тематическую колоду на какую-то сферу, то это вам, как предсказателю, будет очень хорошо помогать. Есть колоды темные, например, которые часто указывают на какую-нибудь порчу, проклятие и выявляют все негативы. Но это вот, кстати, моя сфера. И на светлой колоде действительно сложно просмотреть. Да, ты увидишь негатив, но ты не увидишь причину. Не всегда. Они просто не говорят, они просто вам умолчат. Или, например, вот на Монара смотреть какую-нибудь порчу. Но максимум здесь можно увидеть какой-нибудь приворот, привязку или что-нибудь еще такое, да. Поэтому, хотя, как я говорила, что это лишь дополнительный инструмент. То есть мы не забываем о своем пути, о развитии и так далее, так далее. То есть зачем человеку работать на каком-то допотопном оборудовании, если есть более современное? Бывает, что можно услышать от тарологов, от предсказателей, что карты не говорят, карты обиделись, что-то там еще, загрязнились. Такое бывает. Вообще, если так вдаваться в подробности, когда создается колода, автор вкладывает в нее определенную свою мысль, определенную частичку своей души, не души, конечно, в своем прямом смысле, но мысли-форму. То есть он создает вот это существо, которое можно назвать действительно как сущностью колоды, которая имеет свое какое-то направление, свой характер, прописывает каждую карту, продумывает над ней и прочее, прочее. Поэтому в какой-то определенной смысле действительно колода, она имеет какое-то свое сознание. Это правда. И да, бывает действительно, что ты берешь карты, а она не хочет работать с тем или иным человеком. У тебя просто не идет информация. Почему так происходит? Не идет и все, не понравился ей человек, не хочет, она устала. Мы здесь уже приписываем немножко человеческие здесь качества, это немного забавно, но это есть. И в этой ситуации, если эта колода по каким-то причинам не захотела показывать порчу, может, действительно, люди грязные, колода загрязняется, он устал, это существо устало работать и с вами общаться, даже через какой-нибудь предсказательный канал. Не хочет показывать этому человеку, открывать информацию, например. Можно взять другую колоду, обратиться, может, другая заговорит. Поэтому здесь мы говорим о том, что у профессионалов, конечно, да и у любителей должно быть хотя бы несколько разных колод, чтобы можно было что-то прощупать, просмотреть. Возможно, просто этот инструмент не подходит по какому-то вопросу. Разное бывает, действительно такое случается. Иногда колоду надо почистить, отдохнуть ей, потому что люди грязные, и много на ней липнет, остается, и информация это остается, и, в общем, начинает она действительно капризничать и ругаться. Или на нас ругаться. Что не в настроении, дорожка не встала ни с той ноги. Хотите так. Есть такой момент, и тоже его стоит учесть. Я надеюсь, что у меня получилось в этом видео подробно рассказать, зачем столько разных колод, зачем они нужны, почему их так много. Безусловно, что не все колоды шикарные. И вообще не все подходят, как я уже сказала, что любо одному может быть совершенно отвратительно и неприятно в работе с другому. Поэтому, да, был период, когда одна фирма, я не буду, конечно, ее называть, но почему-то
Вот особенно российские реплики приходили в ужасном совершенно качестве. Ну и вообще, это сама по себе фирма ляпала уже, что попало. Ну, какая-то халтура, какая-то ерунда. Конечно, такой инструмент – это низкого качества, да, инструмент. И гораздо более высокого качества колода, которая создавалась профессиональным магом, предсказателем, тарологом, который вложил в каждое изображение что-то, прорисовывал его художник, внимательно сидел, продумывал каждую деталь. Конечно, такой инструмент гораздо больше ценится и имеет вес. Это, кстати, относится не только к Таро, но и к всевозможным оракулам. Оракулов очень сейчас огромное количество, и зачастую они гораздо более качественные, потому что оракулы создает автор уже исходя из того, что он хочет показать и какую систему. То есть они привязываются вот к тем же каким-то стандартным значениям. Потому что если все-таки мы возвращаемся к Таро, большинство авторов стремятся не отходить от какой-то вот книжной системы Райдера Уайта и как-то привязывают, привязывают, не то, что они притягивают, конечно, к этим значениям, но зачастую, зная классику, ты в целом можешь прочитать практически любую колоду. За редким исключением. Конечно, надо смотреть и на изображения, и уметь считывать, что там автор вложил, какой аспект этого аркана он здесь увидел. Потому что есть теневые колоды, которые видят всякие гадости в людях. А есть более светлые, которые показывают только хорошее. Если вас просят показывать только хорошее, вот можно светленькую колоду брать. Я вообще такое не очень приветствую, не люблю. Что это значит? И, есть люди, которые очень чувствительные экстрасенсы, они не могут смотреть всякие порчи, они любят семью смотреть, еще что-нибудь, хотя сложно мне это понять тоже. Но опять же, смотрите, я не возьму, например, черное Таро, если меня спросят про то, как лучше развивать бизнес свой. Я, наверное, лучше возьму Таро гномов. Или меня спросят, как у нас пройдет свадьба, еще что-нибудь. Я возьму Таро лесных эльфов. А если меня спросят, что-то я плохо себя чувствую, здесь у меня черное Таро уже будет помощником. Хотя бывает, конечно, по настроению, тоже по своему состоянию. Как я говорила, что любую информацию можно увидеть абсолютно везде. Я, конечно, чаще отдаю больше предпочтения темным колодам, потому что информация идет точнее, больше и меньше затрачивается лично моих сил, например. Я надеюсь, что я подробно ответила на этот вопрос. Пишите комментарии, оставляйте вопросы. Может быть, еще вам что-то интересно было бы послушать или разобрать какую-нибудь определенную колоду. И пока что я с вами прощаюсь.